Это символ античеловечности. Либо я уберу это все, либо меня так и забьют, что я буду через трубочку питаться. Логотип у них черт в виде оторванной конечности с кровью. Это смерть, это пытки, это ненависть. Интим, секс-шопы вас не смущают, когда вы идете с тем же ребенком по улице? Для детей это стрижка, это как бы пытка. Ни один мой ребенок ни разу не пикнул. Вы верующий или нет? Я верующая. Пришли ко мне вечером 10 здоровенных религиозных мужчин. Так, зачем мне подписывать что-то? Символика зла, символика сатанизма. Чтобы я убрал быстро, чтобы я закрылся. Но как выглядит дьявол, знают миллионы людей по всему миру. Откуда? До того, как я узнала про Тимура, когда мы ходили стричь нашего Андрюшу, мы держали его вшестером. Одна из клиенток Тимура приехала сюда, чтобы оказать полную поддержку Тимуру. Наталья, идите к нам. Добрый день. Мы все с детства знаем, что о вкусах не спорят. Вот лично я бы точно не повела своего ребенка в парикмахерскую с названием «Детская пыточная». Может быть, ты бы отвел? Или кто-то другой? Лишь бы постригли. Сегодня в нашей студии Екатерина Драгомирова. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Я так понимаю, что вас не устраивает соседство с детской пыточной. Совершенно верно, да. Так, но это не пыточная, это парикмахерская. А, Детская. Да, Со странным названием. с очень странным названием и очень странным логотипом. А что за логотип? Но логотип у них черт. Дьявол, у которого на шее татуировка в виде оторванной конечности с кровью. И вот тут люди стригут детей. Да, и здесь... Подстригают. Да, стригут Да. детей. Ага. Ну, а теперь поподробнее. Что именно не устраивает? Наверное же не просто дверь с каким-то странным названием и логотипом. Опять же, о вкусах не спорят. Он, Саша говорит, отвел бы. Ну, изначально, когда все это началось полгода назад, не устроил действительно только логотип и название. Потому что это единственное, что вызвало споры Ну, в чате дома. недоумение, прежде всего, да? Я скажу честно, в чате дома мнения разделились. Кто-то сказал, что это забавно, кто-то сказал, что это недопустимо. Я лично особо не высказывалась, я просто привела статьи определенных законов. Лично у меня этот логотип вызывает сомнения. В плане его законности, в плане его безопасности, в плане его допустимости, особенно когда это детское заведение. Все бы, в принципе, могло решиться мирно, потому что удалось договориться изначально, и владелец или основатель салона, я не знаю, кто именно он, убрал большую вывеску, и на пару месяцев все затихло. Но спустя пару месяцев он развернул очень активную пиар-компанию в интернете против тех, кто изначально выразил несогласие. Он опубликовал статью, в которой с издевкой прошелся по председателю Совета дома и по Совету дома, который выразил недовольство. И самое неприятное, то, что он полностью повернул вопрос. То есть вместо того, чтобы сказать честно, что нам не нравится именно символика, очень спорная, агрессивная. Ну, мне она вот просто... Для меня, мне кажется, она неприемлема для детей. Он в своей статье заявил, что мы против детей с особенностями развития и что нам мешают дети. А дети часто у него кричат? Не знаю, я работаю днем, я не слышу. Просто я что спросил-то. У нас есть видео, которое ваша соседка сняла. Давайте посмотрим. Ну, так можно действительно подумать, что это пыточное. Но там больше еще есть момент такой. Вот соседка наша, у нее тоже детки. Она услышала вот такие вопли. Естественно, первая реакция... Вызвать полицию какая? Да. Ну, первая реакция – это открыть дверь и узнать, что с ребенком. Она не смогла, потому что дверь была закрыта. Ее это очень сильно напрягло, потому что
Ну, понятно, меня бы тоже это напрягло. Ну, он очень активно заявлял о том, что это инклюзивная парикмахерская. И родители в комментариях писали об этом. Ну, и, в принципе, люди, знакомые с этой Слушайте, а у проблемой. него же специального образования для работы с такими детьми нет, правильно же? Вот. Это то, что меня очень сильно обеспокоило. Еще по поводу того, что было, опять же, видео опубликовано, как он обращается с ребенком. А давайте его посмотрим, потом продолжим. Потом поедешь. Удивительно, что это видео он выложил сам в своих социальных сетях. Я думаю, что нам это удивительно, ну и может быть удивительно для тех, кто не знаком с проблемой родителей детей с особенностями развития, потому что я знаю, что они могут себя так вести, это нормально, ну то есть это не нормально, но, к сожалению, это нормально. Но меня Нормально напрягло... для их диагноза. Да, Вот. да. Ну, в рамках их диагноза. Ожидаемо, рутинно. Такое может быть, да. Да. Что меня напрягло вот в этом видео, что меня напрягло в фотографиях, то, что я не знаю, знает ли он, как правильно обращаться с ребенком, который находится в таком состоянии. У нас в студии эксперт-психолог Екатерина Зернова. Я так понимаю, что вы по совместительству еще и соседка детской пыточной. Да, здравствуйте, я живу в этом доме. Ага. Мало того, я та самая старшая дома, председатель совета дома. И здесь есть еще такое уточнение. Вот Екатерина говорила. Дело в том, что Тимур, он в соцсетях очень активно лжет о том, что ему мешают детей стричь, вот это вот все. Но то он опускает один момент. Дело в том, что именно мной, как председателем и советом дома, было инициировано собрание собственников, Так. на котором мы хотели, чтобы управляющая компания заключила договор на вывеску. Но не пыточная, а просто детская парикмахерская. Он был на этом собрании. Но голосование этот пункт не приняло. То есть изначально мы вообще хотели это сделать. И вот после того, как это собрание не приняло, он не может сделать вывеску, собственно, начались нападки в соцсетях. Вот та ложь, которая началась. Это Но вот, вы все-таки сейчас не как старшая по дому, не как соседка, а все-таки как психолог. Скажите, пожалуйста, чем вас, как психолога, не устраивает эта парикмахерская? Когда мы видим детская парикмахерская, мы ожидаем, что это будет безопасно, проверено, и это будет, ну, тот, кто знает и умеет это делать. Когда мы видим логотип дьявола, и не важно, что в соцсетях вот он называет, это мой шаржик, чертик с рожками, это все, знаете, не работает. Этому логотипу 7,5 тысяч лет. Это символ, который в любой стране мира, любому человеку покажи, и он скажет, это зло. Это зло, это смерть, это пытки, это ненависть, это раздор. Когда мы видим, что это соединяется в одном месте – зло и добро. Ребенок, вот эта наивность, чистота и хрупкость, и зло как смерть. Вы знаете, ну, как минимум, двойной посыл идет. Понимаете, да? Слушай, ну я вот что не могу понять. А вот товары для взрослых, интим, секс-шопы вас не смущают, когда вы идете с тем же ребенком по улице? За секс-шоп и интим статьи нет. А если ты будешь пытать кого-то, ну, это уголовная статья. Тебя посадят за это в тюрьму. Любой ребенок, живущий среди взрослых, но это будет абсолютно нормальный вопрос. Мама, а что, можно пытать детей? Мы писали обращение с просьбой дать правовую и экспертную оценку этого заведения. Кому Можно? писали? Мы обратились к депутату Муниципального собрания. И она уже отсылала запросы. Кстати, ни в одном заявлении жители не просили закрыть парикмахерскую. Сейчас он уже чем дальше, тем больше наговаривает на статью о лжи. Вот. Но Потому если что вы мы хотите этого узнать, нигде не утверждали. Вот. Давайте у него спросим. Почему он так на этом настаивает? Тимур Газиев приехал к нам в студию. Здравствуйте. Ну что, довольны, да? Чем именно? Что добрались вот так, начинать, как там, очернять меня тут. Каким Что образом я какой-то очернять? черт. И знаете, у меня это объявление, ну, логотип, он уже лет 5 у меня есть, да? Так. И у меня салон в Новосибирске работает столько лет. И что за все это время ни разу не было каких-то обвинений в мою сторону, что я там кого-то пытаю. У вас есть свои дети?
У меня пасынок с аутизмом. Ну, У меня сын, он да. живет с вами? Да. Я прекрасно понимаю. И все родители, которые приходят, говорят, мы, говорит, прочитали название, мы нам сразу понравилось, мы поняли, чем вы занимаетесь, и что вы адекватно относитесь к тому, что вы делаете, потому что если это преподнести вот так волшебно, очень много детских парикмахерских в торговых центрах, где дети также орут. Я работал в торговом центре, когда я только начинал, и там тоже дети орали. И никого это не смущало, потому что они понимают, для детей это стрижка, это как бы пытка. Когда вы говорите, что для ребенка подстричься это пытка, вы каких детей имеете в виду? Я всех детей имею в виду. Годовалого ребенка возьмите. Представьте, вот вас приводит маленького, которого Вы постоянно это кому мама... сейчас рассказываете? Ни один мой ребенок ни разу не пикнул. Ни в кресле стоматолога, ни в кресле парикмахера, ни вообще где-либо. Знаю, Это подожди, настолько не надо. единичный Справедливости случай. ради. Какие Это настолько Послушай и единичный меня, случай. пожалуйста. Я тоже папа. Первые 3-4 года, когда уже стали ходить в парикмахерскую, а не обходиться там домашними, это была пытка. У меня два вопроса. Первый, вы арендатор или собственник? Арендатор. И второй, вы верующий или нет? Не надо пугать детей, Сложный когда ты вопрос. куда-то идешь, и не будет Вы пыткой. не знаете, кто вы, верующий или нет? Скорее больше неверующий, чем верующий. Я хочу, чтобы все, кто в этой студии находится сейчас, ответили на простой вопрос. Чего вы хотите? Вот вы чего хотите конкретно? Я бы хотела, чтобы дали правовую оценку. Допустима ли данная символика для детского заведения? Если допустимо, Всё. окей. Так Если и- недопустимо, чтобы она была снята и заменена. Понятно. Не Вы чего только для хотите? детского заведения, я верующая. Религиоведческая оценка на вопрос оскорбления чувств верующих. У детей есть законные представители. Чаще всего это родители. Если родители приходят и делают выбор в пользу именно этого парикмахера, как вы можете оспорить этот выбор? Я могу как гражданка выражать свои сомнения и Выразили. свои опасения и просить соответствующие вы ни органы разу, проверить. подождите, вы, я так понимаю, внутри ни разу не были. Нет. Нет, я внутрь не заходила. Понятно. Хотите посмотреть, как Тимур договаривается с детьми? С удовольствием. Давайте посмотрим. Стой! Я боюсь. Я тоже боюсь, что поделать? Я тебя расчешу, отпущу. Нет. Сел? Только не феном. Хорошо. Будешь орать, фен включу. Понял? Все. Взрослый мужик. Не стыдно так себя вести? Я серьезно боюсь стричься. А что боишься-то? Я ж тебе еще ничего не сделал. А стричься будет не больно? Ну, если не будешь дергаться, больно не будет. Я просто водичкой вот расчесываю. Видишь? Вижу. Вот. Я просто расчесываю. Это не как у тети Ули. Конечно. Что, они тебе больно делали? Да нет, просто я там дергался случайно. И тебе порезали, да? Да. И Может, ты теперь боишься, да? Ну, я ж тебе еще ничего не сделал. Если я тебе больно сделаю, ты мне скажи, я сразу уберу. Ну, мне белый цвет нравится. а мне всякие там еще тоже белые. У тебя тоже камера есть? Нет, мне просто белые нравятся тоже. Да? Да. Ну, белый же красивый цвет. Да. Красные и разные. Ну вот, у меня стена красная, что видел? Вы же говорите о том, что вы любите детей, там, хотите им помогать, вот это вот все. Вот я не могу все время понять, а что надо так вот вцепиться для того, чтобы без конца скандалить за эту Хорошо, вывеску? я это объясню. Это вам Вот что, вы пиаритесь Можно таким мне образом? это объяснить? Когда я открылся, как бы мы только переехал в Москву, открылся, и как бы я до этого в Новосибирске работал 5 лет, у меня это название 5 лет висело, никаких проблем не было. Мне вначале прилетело, там позвонили с управы, сказали, типа, снимите это с дверей. Я говорю, хорошо, я снял, в тот же день я снял, без проблем. Но оставил номер телефона, чтобы хотя бы люди понимали. Чтобы вы понимали, у нас с одной стороны стоматология, где также работают с такими же детьми. Но эти добрые женщины сделали так, что с двух сторон поставили шлагбаумы, чтобы такие дети не могли туда подождите, чтобы они не могли проехать туда. И люди не могут попасть, то есть родители ищут. Ну, как бы указываешь дом, но вход не могут найти, потому что у меня никаких указательных.
Я подходил к ней. У них было собрание, где она была своей подругой-помощницей. Вот я к ней подходил. Тогда раза 3-4 я спрашивал по поводу вывески. Можем обсудить. Я хотя бы просто повешу на стену. Просто детская парикмахерская. Ну? Можно? Был такой разговор? На меня так смотрела сверху, типа Был я с такой тобой разговор? даже не Он к вам разговаривал. обращался за вывеску? Мы с ним один раз разговаривали на собрание, и больше он не подходил, и мы ждали результатов собрания. Да, вот Больше мы после не этого, разговаривали. хорошо, после этого собрания... Вы когда подходили лично? Я подходил к ней, я с ней говорил. есть она врет Я сейчас? предлагал ей деньги, говорю, давайте я хотя бы пару тысяч в месяц будем в подъезд жертвовать, подъезд, чтобы на нужды будет Это тратить было на на аренду. собрании. Это было на собрании. Больше вы не подходили. Я говорю, можно... Мне даже ни привета не сказали, ни ответа. Но после того, как мне вообще запретили, я ждал месяца 4-5. Мы писали управу ей, отправляли запросы. Нам были какие-то... Покажите мне запрос, который был ко мне. Да, я покажу вам, не переживайте. Его нет. И я 3-4 месяца я плачу аренду большую. Мне надо как-то это рекламировать себя. Хотя бы повесить просто детская парикмахерская. Но меня Но вы же не игнорировали. повесили, подождите, но вы же решили не повесить детское парикмахерское. Я хотел повесить... Вы решили повесить детское пыточное Нет, все-таки. я У меня когда полное мне сказали- ощущение того, что вы просто пиаритесь. Вот. Вы же Он сказали повесил только детская что... парикмахерская. Нет, действительно, на там окно есть повесил, еще одна потому детская что- парикмахерская. Ну, И, кстати, никто по поводу этого не возмущался. Да, стоматологии вы тоже не возмущались. Послушайте, то же ну вы самое, сейчас, да. вот смотрите, вы же все преувеличиваете. Вы Да говорите... как? Я вам вы, говорю, как да есть. слушайте меня! Вы же сказали, что они поставили 2 шлагбаума, чтобы Да. дети не могли туда проникнуть. родителям Ну вы приходится что за зимой чушь их носить. несете? Ну Вот. где эти шлагбаумы стоят так, что туда шлагбаумы стоят на въезд машин? Зачем вы обвиняете людей? Даже вот не буду слушать. Абсолютно очевидно, что он не для этого поставлен. Что за чушь вообще? Зимой приезжают родители, ребенка не могут на коляске провести. Этот уже. шлагбаум стоит, они не потому что это могут это парковка сделать дома. Стоматологи не в могут любом попасть. другом дворе, я вам точно скажу. Точно не потому, что все борются с детьми. Что вы прикрываетесь с детьми? Понимаете, после этого не хочется с вами разговаривать, потому что а, вам не веришь, б, вы типичный Если вот бы мне... пиарщик. Хорошо. Давайте повнимательнее посмотрим на вашу парикмахерскую. Давайте. Здравствуйте. Добро пожаловать в мою парикмахерскую. Как только заходите, у нас сразу же можно заметить детскую комнату, куда дети обычно приходят, сразу же раздеваются здесь и спокойно могут заниматься, играть, пока, например, ждут своей очереди. Я притащил свою библиотеку сюда, чтобы родители могли прочитать, пока ребенок занят стрижкой. У нас есть приставка, у нас есть телевизор, то есть можно смотреть фильмы. У нас есть машинка, конечно, для стрижки, такая более усиленная. Чтобы дети, да, не пострадали, чтобы им было не больно, сделал так более усиленную такую версию. Машинки вот у меня специально сделаны под игрушку, чтобы дети не боялись. А это у меня друг, который со мной работает уже 3 года. Его зовут Дюк. Натренирован именно работать с детьми. Получается, здесь все какие-то разные моменты подключил, чтобы детям было комфортно. Ну, создаем такое место. Я очень прошу вас не лгать. Не было ни одного обращения ко мне. Покажите, пожалуйста, его правда нет. Дело в том, что когда собрание не приняло решение о вашей вывеске, мы готовили Совет Дома 2-е собрание, чтобы только по вашему вопросу мы его начали готовить. Да. Ну, и в этот момент была ваша статья, в которой вы стали лгать. И собрание мы остановили. Ко мне писать бесполезно, решает Дом. Общее собрание собственников. То есть даже если вы мне написали бы, я могла только инициировать собрание, но голосуют собственники. Поэтому я вас очень прошу, из-за не чего надо. вы перестали собирать собрание-то? Обиделись, что ли? Нет, вы знаете, дело в том, что мне стали родители Да. Я присылать... объясню, почему я начал это делать, потому что
как в социальных сетях писали эти ребята, они направили ко мне 10 мужчин, пришли ко мне вечером, 10 здоровенных религиозных мужчин, принесли стопку бумаг, чтобы я подписал, чтобы я убрал быстро, чтобы я закрылся, чтобы я перекрасил там еще что-то. У меня есть видео, я выкладывал, можете посмотреть, где они Давайте пришли с посмотрим. этим Вы бумажками. записали на телефон вашу с ними встречу, да? Давайте глянем. Знакомьтесь с требованиями, которые вам предъявлены в свете оскорблений чувств верующих и неприемлемыми названием рекламы. Так чем они вас оскорбили-то? Название? Давайте, ну, просто прочитайте, подпишите. Ну, я прочитал. А зачем мне подписывать-то что-то? Отказывайтесь подписывать. Так, зачем мне подписывать что-то? Ну, ваши просто действия нарушают закон. Чей? Гражданской нашей страны. Символика зла, символика сатанизма. А где вы видите символику зла? Черт с рогами символизирует конкретно очевидное зло. Не знаете? Зло. Сатанист? Нет, конечно. Сатаны здесь. Это я вообще-то нарисован, это не какой-то сатанизм. Если внимательно посмотреть. Там черт с рогами. Вы черт с рогами? По всему периметру одни черты с рогами. Где? Придумайте какую-то сзади у вас, приходишь, точно где? Кружки, что, не видите, что ли, или что? А кто эти люди? Религиозные фанатики, которые у себя потом в социальных сетях писали, что их попросили прийти, проверить, припугнуть. Потом я через знакомых узнавал, что это именно такие засланцы, которых отправляют, чтобы так пугать. У них такая Ну, вы репутация. на них заявление писали? Я на них сразу написал заявление в 2 экземплярах, потому что они пришли вот на видео, засняли все это, я тоже их заснял. После того, как они вышли, зашли еще 2 других ребят, подошли такие более здоровые, такие дядьки понимаю, лет вот 40-50. Нет, подождите, Вам я всё это договорю, нравится? пожалуйста. Вам все это нравится? Да, я договорю, пожалуйста. Зашли 2 взрослых вот мужиков, я маленький, как видите, да, зашли, сели рядом со мной и начали объяснять, что тебе лучше это все убрать, либо с тобой мы будем 2 раз не будем так разговаривать, и с тобой будут совсем другие люди по-другому разговаривать, и тебе придется через трубочку питаться. Я даже испугался, полиция приехала, они меня даже до дома отвезли, потому что я думал, сейчас они будут здесь за мной следить, потому что по разговору понял, что, ну, типа, будь осторожен. И мне приходят в социальных сетях, приходят угрозы разные от этих людей, типа... Вы нам показали одно из сообщений. Да, давайте уезжай, посмотрим. Посмотрим. Вы там, что ли? Закрывайте свое помойное заведение! Завтра же закроем. Мразь, ты довыпендриваешься, тебе башку проломят. Вали из страны, тебе тут не рады. Ты бы писал со своим фото, а не прикрывался. Узнаешь, что я такой, когда тебя найдем. И вот после этого вы скажете, что я не должен дать какой-то огласки, Вот о том защитить и себя речь, как-то. понимаете? Вот о том и речь. То, Как что... я должен был? Как я с ними должен Послушай, ругаться, с религиозными людьми? Я сейчас хочу объяснить, на самом деле, Давайте, то, что я как раз поняла. И то, о чем я говорила с самого начала. О том, что спорная символика. Понимаешь? Фанатиков будет много. Да. Здесь можно спорить сколько угодно. Но как выглядит дьявол, знают миллионы людей по всему миру. У вас стоят книжки с названием «Содом и Гоморра». Это тоже, это все ветхозаветное такое отсыл. Нет, Содом и Гоморра — это просто название. Я понимаю, это Корм на Маккарти, уровне это... дьявола, на уровне это вот не этого Мартис. всего, вы пытаетесь передергнуть. Лолита — это классика. Для детской парикмахерской символ Содом и Гоморры — это для наказание родителей, не для Божье. детей. Вы же хотели по закону, а сейчас вы гвалт устроили, настоящий. К нам приехала Нина давайте по Федюнина, закону. бывший депутат округа Останкинский. Давайте ее позовем. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, как вы узнали про детскую пыточную и как вы относитесь к такому логотипу и названию? Ко мне обратилась одна из жительниц ближайшего дома, находящегося вот по адресу, где находится эта пыточная. Ну, именно с вопросом, как мне вот такое название, такое заведение. Я же правильно понимаю, что вы в рамках закона написали несколько... Ну, ко мне обращаются избиратели. Вы написали несколько обращений, правильно? Да, Куда? Да. Уполномоченному по правам ребенка Львовой Беловой и Следственный комитет, да. Получила от всех инстанций промежуточные ответы, что направлено на рассмотрение по существу поставленных вопросов в мэрию,
в прокуратуру города Москвы, в Роспотребнадзор, ну и так далее. А что за собрание вы организовали? Значит, это потом уже было заседание Совета депутатов. Вы записали ваш разговор с депутатами, давайте посмотрим. На вывеске этой организации написано «детская парикмахерская». Выражение «детская пыточная» там действительно есть, но оно написано на расписании работы, не крупным шрифтом, ну, не знаю, ну где-то вот там, сантиметров 3 высотой. И где-то сантиметров 8-10 такой кружок с мордочкой черта. Вот этот вот самый дьявол, которого нам тут расписывали, да? Вот этот самый дьявол – это кружок диаметром сантиметров 8-10. Внутри стены не красные, как нам тут рассказывали. Стены отделаны под дерево, такого, ну деревянного цвета. Ярко-розовые стеллажи. То есть они даже не красные, они ярко-розовые. И это стеллажи, это не стены. Это не депутат выступал, хочу подчеркнуть, это один из жителей, приглашенный. Есть люди, я с этого начала программу, которым нравится это название, не пугает оно их. Это одна из клиенток парикмахерской, одна из клиенток Тимура, Наталья Манчевая. Она приехала сюда, чтобы как раз-таки оказать полную поддержку Тимуру. Наталья, идите к нам. Ну и долго вы будете к нему придираться по мелочам, мне очень интересно. До чего вы еще докопаетесь? Татуировки, цвет стен. Что еще? Ну что дальше? Может быть, вы дадите просто нам, родителям таких детей, стричь их спокойно. Им нравится, нам нравится. Какое право вы вообще имеете тут какие-то правовые оценки запрашивать, еще что-то? Да пусть. Зачем вы мешаете? Нам и так сложно. Нас везде выгоняют. А теперь вы пытаетесь закрыть единственную в столице инклюзивную парикмахерскую. Наталья, девочки, которые пришли сюда с претензией, они не хотят закрыть эту парикмахерскую. Речь об этом вообще не идет. И речь идет о том, что им не нравится название этой парикмахерской, потому что они считают, что оно недостаточно корректное. Я хочу, чтобы вы не были накручены тем же самым Тимуром, понимая вашу боль. Просто многих пугает это название. Вот поэтому хочу спросить у вас. Вас оно, видимо, вообще не пугает? Нет, не пугает. Я отношусь к этому как к шаржу. То есть это же, по-моему, родители других особенных деток нарисовали, да? Это просто, ну, вот такая вот шутка юмора. Может быть, не все понимают это, да? Вот давайте начнем с того, как вы познакомились. Как вообще узнали об этой парикмахерской, как первый раз пришли к Тимуру? Ну, я знаю, что, во-первых, он давно работает, что он работал в Новосибирске. Увидела у другой мамы в социальных сетях, что она повела своего ребенка стричься, у нее тоже сыночек с аутизмом. Увидела, что Тимур, оказывается, открыл в Москве свою парикмахерскую. И подумала, что это то, что нам нужно, потому что у меня уже сын оброс. Эти мучения бесконечные со стрижками там, по часу в ванне, там, когда вся семья стоит и пытается там, как-то там что-то состричь, перевернуть. Там, сколько ему? Вашему? 7,5. И вот вы пришли в первый раз к Тимуру, да, на стрижку. Да. Как все прошло? Нормально. Ну, сын боялся, да. То есть для меня это не было удивлением, потому что он боится машинки. То есть к ножницам он привык, а машинки он боится. Ну, Тимур его посадил в кресло, предложил, говорит, давай конфету, хочешь, мы еще пойдем там куда-то поиграем вот в игровую. Песика сынок погладил, я еще его любимые конфеты взяла с собой. То есть каких-то истерик, вырываний у него не было. Угу. И он ушел еще в конце с красивой прической. Мы у вас в гостях побывали, давайте посмотрим, познакомились с сыном вашим. Давайте. Да, давайте посмотрим. Мы сейчас собираемся переезжать сюда, и вот Максим очень тревожный, собирается постоянно домой. Мы жили временно у его бабушки, моей мамы. Он там привык, он туда ходит, там в сад.
все там знает, все детские площадки. Здесь для него, хоть он был в этой квартире, для него все новое. И вот он нервничает, у него начинается паника. Ага, что-то происходит, я привык к другому. Эта игрушка лежала у бабушки, а тут она куда-то переместилась. Куда ты хочешь? Пойдем поставим, куда хочешь. Куда? Увозим к бабушке домой. Ну, вот так вот он нас показывает. Все, мы собираемся. Это займет достаточно долгое время, чтобы ребенок привык, вот не вел себя так тревожно. Да. Молодец. Ну, давай присядем. Нет? Нет. Максюш, иди попей. Пойдем на кухню? Ну, он так и будет нервничать, переживать. Новые люди, кто-то пришел, что-то делает, что-то от него хотят. Конечно, для него это стресс, ему нужно привыкнуть. Не переживай, ты мой хороший, не переживай. Это визуальный у него стим. Он успокаивается, глядя на змею, или как вот она падает, или как она крутится. То есть он сейчас тревожный, и он себе так вот свою нервную систему приводит в порядок. Все. Успокоился немножечко. Вот он уже не издает таких вот там звуков, то есть он уже потихоньку. Дай 5. О, все, обрадовался. У нас в студии еще одна мама особенного ребенка. Олеся, здравствуйте. Здравствуйте. А вы как узнали про парикмахерскую Тимура? Я бы перед тем, как рассказать, как я узнала про Тимура, хотела бы сказать, что я думаю, что кроме Наташи и кроме Тимура, никто из здесь присутствующих просто не знает, что такое растить особенного ребенка, особенно аутиста, особенно тяжелого аутиста, как у меня и у Наташи. Вы поймите, что стрижка аутиста, я прям подчеркиваю, что особенно аутиста, это пытка для родителей. Потому что до того, как я узнала про Тимура, когда мы ходили стричь нашего Андрюшу, мы держали его вшестером. И парикмахер стриг. Все это время ребенок орал. Орал истошно. Вы просто поймите, с кем вы имеете дело. Что эти дети, с ними, они вас не слышат. Вы не можете ему сказать: не бойся, это всего лишь ножницы. Мы провели эксперименты, спросили у московских парикмахеров, они-то готовы к таким детям или не готовы? Здрасте. Детей ребята. А смотрите, у меня просто брат младший, он аутист. Просто у нас парикмахер наш ушел. А его можно там держать, как Но если сильно неспокойный, то как бы он себе. Если вы поможете нам, чтобы вместе с ним будете, Чтобы он чтобы не он не боялся. один остался, чтобы он нас не боялся. Пожалуйста, без проблем. А вот, ну, просто бывает иногда, кричит и вырывается. Мы нормально. Нас не напугаешь. Берете таких? Не берете? Ну, как я устроил, если он резко дернулся, понимаете, ты подал на насадку, по-моему, то есть там, а если брать... На уши подстрижете, а так? Ну, под одну насадку, там, машинку пожалуйста. Ну, то есть переход, допустим, как в паре или как у меня идет переход, как тяжело существует. Да. У меня ребенок, он аутист, ему 7 лет, и, соответственно, он бывает вырывается, капризничает очень сильно громко. То есть, как он себя поведет, непредсказуемо. Да. Давайте попробуем. То есть можете, да? Ну да, давайте. Но если вдруг что-то не получится, то мы тогда как бы насиловать не будем. Я прям 100% не гарантирую, но если получится, то получится. Мальчик аутист. Вот, стричься. Вот мой просто мастер, и вот он бывает вот так вот снимает тяжело. Берете таких? Его можно успокоить, но со временем. Таких берете? Тяжело. Что исследовалось доказать, что тяжело найти мастера? Подождите, ну секунду, девочки, ну почему все через негатив? Сколько сейчас было парикмахерских, которые сказали: приводите, мы попробуем, поможем. Вы только слышите все время негатив. Юль, давайте я расскажу. Значит, вот они действительно... Не бывает такого, что... Я не сталкивалась, чтобы я пришла, и мне сказали: мы не будем стричь, потому что ваш Андрюша аутист.
Но в процессе, например, у нас было так, когда все-таки мастер мужественно его достригал после крика оров, там, выдирания и так далее, нас просили ласково больше не приходить. На самом деле детей таких очень много. И тут мы говорили о том, не сменить бы ли вывеску. Но тут тоже важно учитывать, что это же не благотворительность, это бизнес. Бизнес со своим логотипом, который человек ведет уже много лет. То есть это часть его идентичности. Это то, по какому признаку определенные родители его могут найти. И это очень важно. Да. Я не воспринимаю вот это изображение как изображение дьявола, черта и так далее. Я действительно вижу сходство. Для меня нет ничего негативного там. Но это для меня. Для кого-то есть. Все мы разные. Ребрендинг – нормальное явление даже для крупных корпораций, и ничего в этом страшного нет. Может быть, под другим углом просто обыграть. Действительно, я знаю, я сама родитель и председатель Ассоциации родителей детей-инвалидов. Естественно, подстричь наших детей – это пытка порой, и мы у себя в реабилитационном центре регулярно волонтеры-парикмахеры приходят бесплатно, про-боно, стригут детей. И когда это в обычной обстановке, в привычной им обстановке, это, конечно, не травма, как это в парикмахерской, где все тебя пугает, все новое, и люди смотрят, да, как-то и родителю это травма. Но можно же под другим углом повернуть. Детская парикмахерская ниже, без пыток. И вас, такого брутального в татуировках, не дьяволенком, а ангелочком с ножницами. Что да, вот такой вот я весь забитый татухами, да, ну вот с крылышками стою и делаю доброе дело. Тимур, вы большой молодец, что вы занимаетесь таким делом. На самом деле это очень здорово. Если у вас есть силы на то, чтобы в день принимать по нескольку таких ребятишек, это, конечно, нужно иметь силу воли и мудрость для того, чтобы собраться и уговорить их на это. Мне непонятно, человек, который имеет такую мудрость, имеет такую силу воли, который может уговорить таких детей, непонятно, почему вы, даже вот сейчас, слушая нас, Юлю, ведущих, не слышите нас. Не слышите. Если это... Я в хорошем смысле вам хочу сказать, иногда есть такое понятие «обходить острые углы». Быть гибким. Вот сейчас вы не гибкие. Сейчас вы просто, немножечко тупо и как-то не очень корректно делаете все. Это слово мне лично, я конкретно отвечаю на слово «пытка», не то чтобы не нравится, я категорически против этого слова. Это слово не должно висеть где-то. Оно, ни вам не делает чести, ни вашему салону. И даже дети, которые зайдут, будут читать это мое мнение. Как сделать так, чтобы вас там не было? Элементарно. Принять решение на своем собрании, как делают некоторые дома, когда им нужно выкинуть кафе, ресторан из своего дома, и говорят, правила у нас такие, что, например, стрижка разрешена условно с 10 утра до 11 утра, и все, и точка. Они могут сами принять решение, правила поведения в их доме. Это вот, если бы они захотели от вас избавиться, они давно избавились. Любой юрист это 3 копейки стоит. Теперь, что касается вас. Если вы хотите нормальных отношений, вы должны в первую очередь не сами, как арендатор. Я же не просто вас спрашивал, вы арендатор или собственник. Вы там никто, и звать вас никак. Вы должны своего собственника уговорить, чтобы он принял решение о том, чтобы он обратился к собранию с просьбой повесить вот это самое объявление. Но если вы... Теперь тезис второй, не правовой, религовеческий. Значит, если вы человек умелый, парикмахер замечательный, то вы человек без знаний и неумный, потому что вы используете символику, в которой ничего не смыслите. Теперь я вам говорю, Кать, если вы хотите экспертизу назначить, вы можете мне дать экспертизу, я как религовед могу дать вам официальную экспертизу. Хотите обратиться официально в Российский православный университет Святого Ивана Богослова. Мы занимаемся этой экспертизой, я конкретно этим занимаюсь. Вот. И я буду давать отрицательное заключение по этой вывеске. Тут вопрос всего лишь одной надписи. Вот такой крошечный на двери. Убери ее, и не будет скандала. Так разрешили. Но этот скандал привез вас сюда, в студию Первого канала. Вы то, что хотели, вы получили. Вы шли сюда за пиаром. Вы его получили. Дай бог, если этот пиар поможет просто детям. Вывеску, я считаю, она добрая. Что ж тут удивительного-то, что пиар? Конечно, это же справедливо было сказано. Это же коммерческое мероприятие.
Да, оно с уклоном в благотворительность. Да, с особым уклоном, ориентируясь на этих детей. Но это коммерция. Я хочу, чтобы он сдох. Я хочу, чтобы он сдох в муках вообще за все вот это. Мой отчим маму избил в начале августа. Почему она от него не уходила-то? Чем он запугал? Уйдешь, убью. Какой диагноз у вашей мамы? Злокачественное образование. Вот эта девочка, я ее 20 лет воспитывал. Ее мама болела, а вы ее не лечили. Как это я не лечил? Я говорил жене, давай съездим. Она говорит, нет, не надо. А дома? Нате вам руки, ноги, капайте мне, что хотите. Что за чушь вообще? Нет, это так оно и было. Закрой свой рот. Я тебе лет она так со тащу мной прямо разговаривает. здесь. Он ей предлагал повеситься. Я предлагал ей поехать в больницу. Бегал за мамой с ножом, за мной с ножом он бегал. Один раз. До избиения один раз. До этого... Навалился на вас и вывихнул вам палец. Было такое?